Амазонка — потрясающее место с почти 2,5 миллионами квадратных миль тропических лесов, являющихся одной из самых обширных экосистем на планете. Этот регион богат на уникальное биоразнообразие, где каждая ветвь и капля воды сохраняет тайны, неподвластные нашим знаниям. Здесь, в амазонских тропиках, скрываются не только деревья-гиганты и невиданные насекомые, но и множество редких существ, загадочные свойства которых до сих пор остаются нераскрытыми. Нельзя забывать и о культурном богатстве этих мест. Коренные племена, живущие здесь веками, владеют уникальными знаниями об окружающем мире. Их легенды — это не просто сказки, а попытка объяснить феномены природы, которые они наблюдают ежедневно. Нам предстоит разграничить фольклор и научные наблюдения. Истории о гигантских змеях и мапингуаре завораживают, но они остаются частью местной мифологии. Этот тропический лес огромен и продолжает оставаться неприступным пределом для многих исследователей из-за его изолированности и непредсказуемости. Густая растительность и активная фауна заставляют ученых использовать все их навыки, чтобы добраться до сердцевины джунглей. Только рассмотрев эти факты, мы понимаем, почему Амазонка остается загадочной для столь многих. Остается лишь продолжить путь, чтобы прикоснуться к тем тайнам, которые природа скрывает в своем зеленом царстве. Сквозь густую завесу тропиков Амазонки можно встретить розового речного дельфина, известного как бото. Его удивительный оттенок кожи — не результат игры света, а уникальная адаптация к среде, увековеченная меткой сосудистой системой и особенностями пигментации. Для местных жителей дельфин является настоящим символом мистики. Его повадки остаются темой для обсуждений среди ученых, которые стремятся лучше понять его адаптацию и образ жизни в водах Амазонки. Амазонка также является домом для ошейникового муравьеда, который, хотя и не достигает размеров своего гигантского сородича из других уголков Южной Америки, привлекает внимание своей эволюционной хитроумностью. Этим муравьедом не стоит пренебрегать. Эта жадная машина по уничтожению насекомых демонстрирует исключительные навыки адаптации, которые поражают разнообразием, свойственным джунглям. Не стоит забывать о ягуарунде, скрытном и малопубличном представителе семейства кошачьих. Его повадки и скрытность подсвечивают уникальное поведение обитателей джунглей, которым удается выживать вдали от любопытных глаз. Этот малый хищник умело скрывается от многих, кто пытается разгадать его пути. Порой можно наткнуться на яркие древесные лягушки. Их окрас — явное предупреждение для врагов. Эти существа демонстрируют апосематизм, который вырабатывается в процессе метаболизма, предоставляя им эффективную защиту от хищников. Загадка Амазонки простирается далеко за пределы одиночных видов. Изучение этих редких существ позволяет нам приоткрыть завесу удивительного биоразнообразия региона. Однако, что же заставляет эти существа вести себя именно так, какими секретами они заговорили вместе с величественными тропиками? Продолжая наше путешествие, мы встречаемся с ночными искателями и узнаем о таинственной ночной жизни этих джунглей. В темноте тропических лесов Амазонки оживает чрезвычайно интригующий мир. Среди его главных хозяев — кайманы, которые, плавая в тихих заливах, тихо выслеживают свою добычу. Эти родственники аллигаторов ночью незаметно наблюдают за поверхностью воды, чтобы неожиданно ринуться на несчастную жертву. Именно ночью появляется возможность в полной мере оценить их блистательную тактику охоты из засады. Хотя ленивцы часто считаются медлительными, они значительно активнее при наступлении сумерек. Их независимость от прямых солнечных лучей помогает им сохранять энергию, и движение кажется практически незаметным на фоне густых лиан. Исследования показывают, что сумеречная активность позволяет им избежать встреч с хищниками и обеспечивает доступ к любимым деликатесам — сочным листьям. Тем временем совы активно бороздят ночное небо. Эти птицы прекрасно приспособлены к ночной охоте. Они полагаются на свои острые когти и невероятный слух, чтобы выследить мелких грызунов или других небольших ночных обитателей. Почему же некоторые мелкие грызуны и насекомые прячутся от сов в полной тишине? Как отмечают исследователи, некоторые из самых притягательных световых зрелищ в джунглях создаются крошечными организмами. Биолюминесценция — это явление, благодаря которому такие создания, как светящиеся насекомые, планктон и грибы, появляются на еще более темном фоне. Этот свет необъяснимым образом завораживает не только ученых, но и тот мир вокруг себя, подтверждая гипотезу о значимости уникальных приспособлений природы. Но что насчет других тайн тропиков, скрытых вне зоны досягаемости нашего естественного зрения? Задача исследователей становится все труднее и опаснее, когда они углубляются в поисках ответа на эти вопросы.
Считается, что более 10% всех видов животных и растений на планете обитают именно в амазонских тропиках. Однако, с каждым годом эти неисчерпаемые богатства природы подвергаются опасности. Климатические изменения, вырубка лесов и пожары становятся серьезной угрозой. Если не будут предприняты радикальные меры по защите, к середине 21 века эта уникальная экосистема может превратиться в саванну. Исследователи, отправляющиеся вглубь джунглей, ежедневно сталкиваются с вызовами. Ядовитые змеи и агрессивные насекомые действительно входят в их повседневный перечень рисков. Эти условия требуют не только физической выносливости и моральной стойкости, но и знаний о взаимодействии с дикой природой. Важно понимать, что теперь ученые оснащены не только традиционными инструментами, но и современными технологиями, такими как биоинформатика и методы дистанционного зондирования, которые помогают им работать эффективнее. Кроме того, на передовой спасения природы выступают не только молодые добровольцы, но и опытные экологи, активисты, а также коренные народы, которые веками жили в гармонии с лесом. Все они образуют единый фронт в борьбе за сохранение удивительного биоразнообразия. Природное равновесие здесь действительно хрупкое, и хотя его нарушают как природные, так и антропогенные факторы, люди не оставляют попыток защитить эти земли. Используя весь арсенал знаний и инноваций, исследователи продолжают продвигать невероятно важные открытия, показывая, что за каждым деревом скрывается удивительная история. Какие новые секреты природы смогут раскрыть усилия этих отважных людей? Загадка ждет своего разгадчика. Амазонка — это не только одна из величайших рек на Земле, но и настоящая жизненная артерия, несущая около 18% от общего стока всех рек мира. Она начинается слиянием рек Мараньон и Укаяли и продолжает свой путь по амазонской низменности, заканчиваясь в Атлантическом океане. Каждый год, с декабря по май, здесь происходит разлив, что формирует обширные водно-болотные угодья, столь важные для экосистемы региона. В этом полноводном мире обитают удивительные создания, такие как арапайма, гигантская пресноводная рыба, достигающая длины до 12 футов. Уникальная способность арапаймы дышать атмосферным воздухом позволяет ей выживать в водах с низким содержанием кислорода. Пираньи, гигантский сом и розовый дельфин Бото также населяют эти воды, создавая неповторимый подводный мир. На берегах реки кипит жизнь. Капибары, крупнейшие в мире грызуны, выбирают небольшие заливы для уютных водных игр и социальных взаимодействий. Они не только охлаждаются в воде, но и защищаются от насекомых с помощью водных процедур. Этот социальный аспект их жизни добавляет новый штрих к палитре речной экосистемы. Амазонка своими разливами и богатством органики подпитывает не только водные экосистемы, но и леса, ведь ее воды несут питательные вещества, необходимые для жизнедеятельности этого региона. Таким образом, река Амазонка — это не просто поток воды, а сущность, формирующая условия для жизни множества видов. Но что скрывают глубины подводного мира и верхушки деревьев? Что за хищники, невидимые для человеческого глаза, роятся в этих лесах? Представьте себе микроорганизмы и хищных насекомых, харизматичных обитателей под и над водой. Этот мир полон секретов, и мы готовы исследовать дальше, чтобы понять, как эти загадочные существа взаимодействуют в своей уникальной экосистеме. В джунглях Амазонки таится множество удивительных хищников, которые раскрывают секреты своей незаметности. Пятнистые ягуары — безусловные мастера охоты и маскировки. Их пятна создают на шкуре завораживающую мозаику, которая позволяет успешно сливаться с игрой света и теней, как на суше, так и в воде. Величественные хищники мгновенно превращаются в тени, преследуя добычу, готовые наносить решающий удар из засады. Среди опавших листьев затаился род змеев ботропс, часто именуемых копьеголовыми змеями. Их форма головы и сложная окраска помогают этим существам быть почти неразличимыми на фоне лесной подстилки. Яд ботропсов, парализующий жертву за считанные минуты, это опасное оружие, вместе с ним они господствуют в своей среде. Не менее интересны крупные водяные жуки из рода Детищидая. Эти охотники на мелкую рыбу и насекомых отличаются впечатляющей длиной, порой достигающей нескольких дюймов, и выдающимися охотничьими способностями. Их передние лапки, снабженные щетинками и крючками, именно тот инструмент, который позволяет эффективно захватывать добычу. Амазонские тропики также признаны домом для настоящих мастеров маскировки, живущих в кронах деревьев. Листохвостые ящерицы умеют сливаться с окружением, в то время как зеленые древесные змеи используют свой цвет для неуловимой маскировки между ветвями. Эти создания — яркие доказательства того, насколько природа может быть изобретательной в сложной игре выживания. Мы пока лишь коснулись великого многоголосия амазонских джунглей. Каждый из хищников, от соблазнительного ягуара до тонко маскирующейся змеи, един в желании господствовать в этой загадочной среде. Но что ждет тех, кто решит заглянуть за кроны густолиственных деревьев, и мастят ли тайны новый путь для исследований?
Эти ответы ждут только самых решительных охотников за загадками. Под тенистыми кронами древних деревьев Амазонки скрывается захватывающий мир, способный удивить даже опытных исследователей. Ветви создают сложные вертикальные структуры, соединяющие различные уровни лесной экосистемы, от почвы до кроновых ярусов. Здесь, на высоких ветвях деревьев, можно встретить орхидеи, которые изумляют своими методами привлечения опылителей. От насекомых до птиц и летучих мышей. Они используют нектар и ароматы, чтобы притянуть этих специфических опылителей, создавая уникальную симфонию жизни в листве. Хотя описание «молчащие приматы» можно рассматривать как художественный прием. В действительности существует несколько видов древесных обезьян, таких как игрунки, которые демонстрируют исключительную ловкость и умение скрываться среди лиан. Их нахождение в высоких ярусах джунглей подтверждает уникальные стратегии выживания. На уровне земли под кронами обитает масса удивительных существ. Папоротники, редкие амфибии, насекомые и микроорганизмы приспособились к жизни в условиях недостатка света. Исследователи постоянно обнаруживают здесь новые виды, особенно среди мельчайших организмов, демонстрируя невероятное разнообразие и адаптацию жизни. Под кронами эти тайники жизни полны секретов, способных изменить наше понимание экосистемы. Каждое исследование в этом таинственном мире обещает новые открытия, подтверждая, что в гимне Амазонки еще много нот, которые только предстоит расслышать. Но какие новые тайны рассмеются над нашими изысканиями, когда мы заглянем под поверхностное покрывало этих джунглей? Впереди неизвестные открытия продолжают питать жажду наших дальнейших путешествий. Скрытые под густыми зелеными кронами Амазонки трудятся неутомимые обитатели леса, играющие важнейшую роль в поддержании его экосистемы. Среди них знаковые муравьи-листорезы, которых можно назвать настоящими фермерами джунглей. Эти крупные представители родов Ата и Акромирмекс непрерывно переносят свежесрезанные листья в свои подземные жилища. Там, в таинственном мраке, они культивируют грибы, которыми и кормятся. Своеобразный симбиоз, удивительный даже для такой сложной экосистемы, как Амазонка. На другой стороне этой природы служат грифы, эти грациозные падальщики. Каждое их парение над джунглями — это поиски пропитания, жизненно важного для армии чистильщиков. Их острое обоняние способно за многие мили обнаруживать мертвую добычу, предотвращая распространение болезней и таким образом выполняя роль естественных санитаров леса. Не менее важны для амазонки и капибары, крупнейшие грызуны на планете Земля. Эти миролюбивые существа не только веселят окружающих своими забавными водными играми, но и вносят свой вклад в экологический баланс. Их экскременты становятся пищей для множества видов насекомых и микроорганизмов, которые перерабатывают органическое вещество, обогащая почву. Все эти санитары джунглей тихо и незаметно поддерживают баланс природы. Однако угрозы от вырубки лесов до климатических изменений ставят под вопрос эту стабильность. Что ждет этих хранителей лесов в будущем, и смогут ли они продолжать свою важную миссию? Ответы на эти вопросы покажут, насколько наша цивилизация готова взаимодействовать с этим великим природным механизмом. Амазонские леса с каждым годом становятся все более уязвимыми под натиском человеческой деятельности. Вырубка лесов в регионе закономерно вызывает озабоченность, ибо, по данным Национального института исследований Бразилии, темпы этой катастрофы увеличились более чем на 9% в некоторые периоды к 2025 году. Это впечатляюще подчеркивает растущую угрозу. Загрязнение рек становится хроническим, обусловленным не только промышленными отходами, но и активным золотодобывающим промыслом и сельским хозяйством. Потоки ртути и других ядов распространяются ниже по течению, беспощадно влияя на жизнь водных организмов и угрожая целым видовым сообществам. Ягуары, величественные хозяева джунглей, сталкиваются с растущими угрозами. Вынужденные менять свои ареалы обитания из-за вырубки лесов, они рискуют быть вовлеченными в конфликты с человеком и подвергаться охоте. Угрозы, ранее неизвестные этим могучим животным, ныне становятся обычной реальностью. Ученые предупреждают о приближающемся переломном моменте, где обезлесение достигнет 17-20%, близкого к критическому порогу в 20-25%. Лесные массивы становятся все более хрупкими, и если мы пересечем этот порог, изменения могут стать необратимыми, приводя к серьезным последствиям для глобального климата и усиливая глобальное потепление. Роль коренных народов и природоохранных организаций приобретает все большую значимость в защите Амазонки. С их согласованными усилиями возможно спасти этот природный механизм от распада. Но кто еще способен помочь в этой борьбе за сохранение уникальных экосистем? Пожалуй, ответ подскажет дикая природа, где каждый житель джунглей умело переплетен в сложную сеть выживания. Когда узоры природы начинают танцевать под свежевскрытой верхушкой тропического леса, наш мир предстает перед загадкой, решение которой содержит философия созидания и гармонии.
Вместе они продолжают формировать амазонскую симфонию жизни. В амазонских джунглях, простирающихся более чем на 6 миллионов квадратных километров, обитают необычайные создания, каждая из которых играет свою уникальную роль в поддержании экосистемы. Туканы и попугаи — истинные мастера среди деревьев. Их яркая окраска скрывает важную экологическую роль. Передвижение по кронам, эти птицы распространяют семена и способствуют ускорению процессов восстановления растительности, что критично для сохранения биоразнообразия. Яркий облик и громкие звуки туканов не только радуют глаз, но и служат сигналами остальным обитателям джунглей. Вестницы и предупреждающие птицы, своим поведением они дают понять перемены в окружающей среде и помогают обитателям адаптироваться к изменяющимся условиям. С высоты птичьего полета все эти существа становятся своеобразными стражами леса, чутко улавливающими изменения в экосистеме. Их повадки свидетельствуют о сезонных изменениях и обеспечивают поддержку целого сообщества животных. Хотя они не способны предсказывать погоду, их адаптационные стратегии показывают, как объекты природы реагируют на смену сезонов. Ягуары, настоящие хранители подлеска, охотятся на обезьян и капибар, удерживая контроль над численностью популяции и позволяя распространяться различным видам растений, на которых те обитают. Эта великолепная кошка, как и большинство обитателей Амазонки, непрестанно следит за изменениями и охраняет хрупкую гармонию джунглей. Сложная схема взаимодействия между этими существами словно великая симфония природы, в которой каждое существо имеет свою партию. Остается открытым вопрос, какие невероятные открытия ждут нас глубоко в сердцевине этих зеленых просторов, когда мы откроем еще больше тайн, которые хранят всевидящие обитатели Амазонки. Тропические леса. Амазонки обладают удивительным звуковым ландшафтом, отличающим их от других регионов планеты. Здесь, под зелеными кронами, природа создает уникальную звуковую симфонию, удивляя своим многообразием. Амазонские джунгли, хоть и представляют собой часть общего понятия тропических лесов, имеют свою неповторимую мелодию, которую не услышишь ни в Австралии, ни в Гватемале. Звуковая коммуникация в этих лесах поражает размахом. Чебет птиц, трели насекомых и отдаленные крики животных создают постоянный фон, который насыщает леса музыкой жизни. Ягуары, туканы и разнообразные обезьяны используют свой голос для предостережения и поиска друг друга, добавляя свое звучание к этой натуральной симфонии. Звуки также служат сигналами тревоги, помогая обитателям избегать хищников. Тишина в джунглях — явление нечастое и почти всегда предупреждает о скрытой угрозе. Животные моментально замирают, давая понять о наличии опасности. Например, внезапное стихание звуков может означать появление грозного хищника, вроде ягуара, заставляя других обитателей затаиться. Местные жители, живущие в гармонии с этими лесами на протяжении тысяч лет, научились слушать эти природные сигналы. Их уникальная способность ориентироваться по звукам стала неотъемлемой частью их культуры и выживания. На этих просторах, где обитает от 2 до 3 миллионов видов животных и растений, звуковая палитра является важной составляющей экосистемы. Каждый звук — это часть сложной коммуникационной системы джунглей, которую продолжают изучать исследователи. Более миллиона видов активно используют свою звуковую раскраску, обогащая лес не только звуками, но и новыми смыслами, ожидающими своего открытия. Звуковая палитра Амазонки все еще хранит множество тайн, готовых удивить даже искушенного исследователя. Амазонка — крупнейший в мире тропический лесной регион, где обитает более половины всех наземных видов животных, растений и насекомых. В ее пределах насчитывается приблизительно 16 тысяч 12 видов деревьев. В некоторых участках, как в национальном парке Ясуни в Эквадоре, на 1 гектаре можно встретить более 2000 видов деревьев. Этот регион обеспечивает около 20% мировых запасов пресной воды, играя ключевую роль в глобальном круговороте воды. Амазонские леса поглощают значительные объемы углекислого газа и производят столь много кислорода, что часто именуются легкими планеты. Однако эта удивительная экосистема находится под угрозой разрушения. Уже уничтожено около 26% территории из-за постоянной вырубки, деградации и превращения лесов в саванны. Это ставит под угрозу жизнь ее обитателей и приближает к точке необратимых изменений. Несмотря на это, коренные народы, проживающие в Амазонке, играют важнейшую роль в охране около 80% мирового биоразнообразия, сохраняя баланс между человеком и природой. Продолжающиеся исследования биоразнообразия Амазонки открывают перед нами новые горизонты. Ученые продолжают делать ошеломляющие открытия, находя виды, неизвестные ранее. Изучение этих чудесных миров помогает создавать инновационные медицинские препараты и технологии, основанные на биомиметике. Опыт и наука, вдохновленные природой, подталкивают нас к новым возможностям и решениям.
Активное изучение этой удивительной экосистемы не только уникально само по себе, но и критично необходимо для нашего будущего. Какие еще секреты скрывают в себе дебри Амазонки и как они помогут нам в борьбе за сохранение уникального равновесия на нашей планете? Загадки, которые природа расставила перед человечеством, остаются неразрешенными, но свое решение они предоставят тем, кто готов внимательно вглядываться в сердца этих зеленых просторов.